Друзья, всем привет! Продолжаю ездить на генераторах автомобильных в качестве мотора. В данном экземпляре, значит, генератор 14 вольт 65 ампер. Это с классики или с восьмерки. Вот, значит, как здесь все устроено. Снимается диодный мост и подключается 3 провода к контроллеру. Вот я использовал обычные штатные вот эти вот болтики для того, чтобы их вывести наружу через вот эти вот пластмасски изолирующие, ну, чтобы можно было тут провода менять и так далее. Вот. И подключается 2 провода для питания обмотки ротора. Вот у меня тут такой вот маленький аккумулятор на 12 вольт, 3 баночки. Я его подключаю, и ротор активизирован. Вот. Значит, крепится мотор с помощью металлической пластины. Я еще не закрасился, чтобы это не ржавело, уже начало ржаветь. Вот, не нашел красочки желтенькой. Вот, то есть приваривается к перьям и вот к этой вот трубочке, значит, в 3 вот этих вот точках пластинам. Вот, сверлится отверстие, и на штатное крепление штатного вот этого вот болта устанавливается. Вот здесь, если видно, здесь еще такие шайбочки в качестве прокладочки. Вот эти вот шайбочками регулируется натяжение ремня. Значит, в этот раз шкив использую штатный. Вот, решил попробовать на штатном шкиве. В данный момент соотношение в пользу больше скорости, нежели тяги. То есть он едет, он и тянет и в горочку, и куда угодно он тянет. То есть с 0 до 10 км в час он разгоняется без подрыва, без ничего такого, то есть никакого тут суперстарта такого мощного нет, но с 10 км в час он начинает полноценно набирать скорость, и максималка у него 45 км в час по прямой, по асфальту, и даже с самой-самой маленькой горочки он уже едет 50 км в час, а если горочка чуть побольше, уже и 55 поедет. Это при 14 банках и 450-ваттном контроллере, то есть максимальный ток при этом всего 21 ампер, то есть 50 км в час горочки, 21 ампер. Можно поставить более мощный контроллер, там 31 ампер, я ставил 60 вольт, и он разгоняется там уже 55 км в час по прямой смело. Вот. Но такие скорости на велосипедах, как бы без шлема и экипировки, я считаю, это опасно, поэтому нет смысла дальше больше его разгонять. Вот. Да и мне негде в деревнях на таких скоростях вообще разгоняться, разве что где-то только по трассе. Поэтому средненькая скорость 35-40 более чем достаточно. Так, в качестве ведомого шкифа, шкиф от стиральной машины Indesit. Он установлен сюда с помощью вот таких 2 фанерок. В фанерках сверлится отверстие. Фанерки, еще вот в фанерке делается вот такой вот прорезь болгарочкой, для того, чтобы вот с этой стороны будет видно, чтобы вот здесь вот под луч вот этот вот выступающий сделать. То есть вот она, эта прорезь. Шурупами все это дело скрепляется, устанавливается. Вот этими шурупами дополнительно в звезды закручиваются, чтобы не было пробуксовочки. Вот здесь вот шурупчики тоже, чтобы не было пробуксовочки. И все это дело одевается. Вот. При этом остается свободный накат. Вот. Я ездил на кассете, делал на кассету и делал на трещотку. И вот вывод такой. Трещотка в разы лучше, чем кассета. И меньше шума при холостом ходе. И потерь как будто бы чувствуется, что потерь меньше. То есть тяги как будто чувствуются больше, нежели чем на кассете. Вот. Тормоза, значит, полностью работают, несмотря на то, что как бы мотор так близко стоит к колесу, все это работает. Я специально в этот раз попытался сделать, уже сместил мотор максимально близко вот сюда к раме. Вот. Педалей нет, педалей не использую, потому что мне они абсолютно не нужны. Я не понимаю, зачем электровелосипедам нужны педали. Вот, значит, здесь просто пока деревянная вот такая вот подножечка. Очень даже удобно ездить, ноги поставил, привстаешь, когда какие-то прыжки делаешь или еще что-то, вообще шикарно. Вот. Здесь даже вот осталось место даже для установки багажника. Так, значит, основные недостатки. Основной недостаток — это то, что нужно подключать питание 12 вольт, соответственно, заряжать сразу 2 аккумулятора. То есть вот такой аккумулятор на 12 вольт и основной аккумулятор. Основной аккумулятор я езжу в рюкзачке. Вот, да, я сделал багажник для аккумуляторов, но мне не нравится ездить, потому что слишком уже тяжело становится все-таки колесо.
Вот. И велик уже не такой легкий. Основное преимущество непосредственно этого велосипеда — это его маленький вес. Вот у него центр тяжести вот здесь. То есть он легко, значит, с ним прыгать по бордюрам, легко, значит, его по лестнице поднимать, там подземные переходы и так далее. Вот. Основное еще тоже преимущество генераторов то, что это не мотор-колесо, колесо легко снимается, и при этом непосредственно очень специфичные вот эти ощущения, они очень сильно отличаются от поездки на электровелосипедах с мотор-колесами, именно за счет того, что колесо легкое. Вот, я почему перестал ездить на мотор-колесах, потому что больше мне нравится ездить на внешних моторах, вот с таким вот типом привода. Этот тип привода я считаю надежным, простым. Любые все эти запчасти, они продаются, все, что необходимо для этого, и генераторы, для генераторов все запчасти есть. Вот. Генераторы неубиваемые, они не боятся ни воды, ни пыли, в общем, всего того, чего боятся эти самые мотор-колеса. Вот. Ну и самое главное, здесь есть накат. Вот про него можно отдельно говорить. До тех пор, пока не попробуешь, насколько круто ездить на электровелосипеде с накатом, ничего не будет понятно. То есть, как только ручка газа останавливается, все, значит, вот эти механизмы прекращают работать и так далее. Ну и плюс, данный тип привода, он достаточно бесшумный. То есть, он не так сильно шумит, как те же редукторные моторы или Direct Drive на старте. Вот. Значит, ну и основная фишка этих моторов в том, что они дешевые, продаются в любом магазине автозапчастей. И вот на Hardtail вот достаточно легко и просто вот так вот установить. То есть много времени, чтобы переделать обычный велосипед в электричку, не составляет, в отличие от мотор-колес. Если нет готового заспецованного в обод мотор-колеса, то нужно спецевать. В общем, очень много там всяких нюансов есть для того, чтобы на них начать ездить. А тут все, раз поставил, поехал и так далее. Можно даже ставить на двухподвес. Я уже делал проект. Далее я вам покажу, как ставить такие моторы на двухподвес. Вот. То есть можно моторы сюда ставить, можно мотор сюда ставить. В общем, варианты есть. Теперь по поводу КПД. Многие писали, что КПД не очень, потому что очень много энергии уходит в нагрев. Так и есть, КПД не очень хороший, где-то они значительно уступают редукторным мотор-колесам, где-то, может быть, 1,2 раза, может быть, даже 1,5 раза по потреблению. То есть они больше потребляют, даже несмотря на, даже если не считая просто вот это вот питание, и они греются. Вот. Но я заметил, что если мотор испорченный, перегретый, то он очень сильно греется. Если мотор новенький, вот этот мотор новенький, он не стоял в автомобиле, видите, чистенький какой, вот, то нагрев, то есть он нагревается до определенной температуры, то есть он теплый, он не горячий, он теплый. Вот. Но можно вкачивать значительно больше, то есть у него сейчас номинал порядка 900 ватт, вот. И он вот сейчас работает с этим контроллером в номинале. Вот. Но можно давать гораздо больше мощности, гораздо больше токи, там хоть 30 ампер, хоть 35 ампер можно ему давать. Он, конечно, значительно греться будет, но при этом он не выйдет из строя. Тут нет неодимовых магнитов, которые перегреваются после 90 градусов и больше не едут вообще никогда. Вот, поэтому никаких тут холлов нету, никаких этих датчиков температуры, всего этого нету. И при этом он спокойно едет полноценно, ничем не уступая редукторным мотор-колесам и директ-драйву. Вот в этом плане. Потребление я примерно считал, я могу очень сильно ошибаться и давать это потребление с очень большим запасом, но вот как я посчитал, при 30 км в час на 1 км пути потребление около 25-30 ватт на 1 км пути. Вот, при том, что редукторные моторы где-то около 20 ватт на 18-20 ватт на 1 километр пути. Но опять же, я могу ошибаться. Это я все чисто на калькуляторе высчитывал, без приборов. Вот. То есть мне на поездку вот на этом велосипеде 15 тысяч мАч хватает на 20-25 километров пробегу на этом велосипеде. По прямой, не по пересеченке, а именно по прямой.
Так, ну что, сперва по асфальту, по прямой. Газ в пол. Тридцать три, 35, 36. Вот накат. Даже тормозить приходится в повороте. Блин, как же он классно едет. Накат. Это самое крутое, что есть у велика вообще у этого. Вот. Так, теперь прыжки. Я чуть-чуть привстаю. Прыгаю. А если не прыгаю, то достаточно жестко. Так, в горочку. 37. 38. 37. Да, неплохо в эту горочку. 37 велик едет, это очень круто. В принципе, из-за того, что колесики достаточно с большим этим самым самим диаметром, достаточно комфортно. Вот, теперь по поводу диаметра колес. Что я заметил? Что чем больше диаметр колес, тем комфортнее ездить. Особенно вот в таких условиях, как сейчас, например, когда вот всякие такие неровности. Вот. Оптимальный, конечно, 26 радиус, что не, и размер такой, который позволяет его в электричку взять. Вот, и более-менее комфортно ездить. 28 радиус, конечно, покомфортнее будет. Вот, но уже больше размеры и рамы и все остальное. Вот, но и ехать значительно комфортнее. И, что самое важное, мотору почему-то легче вращать колесо с большим радиусом. То есть колесо, имеющее больше радиус, 36, 37, мотору проще вращать большое колесо. Хотя, казалось бы, плечо больше, тяжелее ехать. Вот, а оказывается, нет, велику легче ехать, когда у него колеса большие. О, сейчас подвес держится, никуда не девается. 41, в горочку 41. Вот это да. Вот это да. Аккумуляторы 14S. Вот еще горочка. Вот, и сейчас поеду, может быть, по маршруту, по другому, по которому там еще одна горочка лесной дороги. Как он там себя поведет, тоже хочу посмотреть. Сопротивление 36. То есть, поскольку придаточное соотношение больше скорости, то есть даже встречный ветер уже не дает ему так разгоняться легко и бодро. Даже с горочки чувствуется это сопротивление встречного ветра. Очень ветрено. Привстаю на подножку, это в 1000 раз удобнее, чем привставать на педали. Вот. Тяги более чем достаточно, чтобы ехать. Вот, а привстаю чтобы вот как раз таки вот такие моменты, преодолевать. То есть вращать педали вот в таких условиях вообще не самое комфортное дело, поэтому я опять же говорю, не могу понять смысл педалей вообще пока никак. Вот сейчас будем взбираться в эту горочку, посмотрим, как он обратно в эту горочку. С горочки-то, конечно, он вообще просто вот основной кайф, накат. Вот с горочки ручку газа отпустил, все, ничего не надо. Вот именно экономичность, скорее всего, электровелосипедов, на мой взгляд, она именно в накате будет. Вот. А накат возможен только при условии, естественно, того, что мотор не в колесе находится, а отдельно, именно на ремном приводе. Вот. Хорошо бы придумать каким-то образом, как увеличить соотношение
хотя бы там 1 к 7 сделать, а не 1 к 4. Вот, потому что все-таки штатная обмотка генератора, она... Я сейчас разбирал испорченный генератор такой же модели. Там всего 4 витка на зубе. А 4 витка на зубе, это означает, что это мотор более оборотистый. Вот, соответственно, меньше тяги, больше оборотов. Но я думаю, что в будущем я перемотаю. Значит, возвращаемся в эту горочку. Сейчас посмотрим, как он поедет по ней. В будущем, я думаю, что я перемотаю, значит, генераторный мотор с большим количеством витков, чтобы обороты понизить. И таким образом увеличить еще тягу, чтобы можно было бы на штатном шкиве ездить. Чем штатный шкив хорош, а не самодельный? Во-первых, самодельный достаточно долго и непросто изготовить. Вот, штатно он уже стоит, как бы установил и поехал. Ну и причем, если делать диаметр ведущего шкива генератора меньше по диаметру, то есть вероятность пробуксовки уже в дождливую погоду, в снежную погоду, когда ремень будет мокрый. Ну и, соответственно, сам шкив заводской не даст пробуксовок, то есть там специально он спроектирован, так что он буксовать не будет. Ну вот горочка, смотрим, как он в нее взбирается. Мне вот этого достаточно, более чем достаточно. Вот. Вообще офигенно взбирается, вообще в легкую. Вот. Нужно поехать сейчас в другую горочку, еще одну, там, где вот горочка, которая мне прям показывает способности взбираться в горочке, затяжная, с корнями, со всеми делами. Вот сейчас туда поедем, посмотрим, как он себя там покажет. Давайте по прямой, по ветру сейчас. Ветер будет нормально. Сейчас попробуем по прямой с горочки, с ветром в спину, как он поедет. Ого, 45-46. Вот это да. Класс. Накат, вот он, накат. На вот этих лежачих полицейских я приподнимаю колесо переднее и как бы запрыгиваю на полицейский. Тоже ветер встречный, поэтому больше чем 38 разогнаться невозможно. 39, 40. О, поезд, надо до поезда как-то успеть. Попробуем успеть до поезда. Сейчас бы педальки, конечно же, помогли бы ему ехать. Сейчас вот на максимуме еду возможности этого велика. О, как же он хардтейл, как же ему тяжело, нам тяжело с ним. Да, успеваю перед поездом. Вот так он преодолевает железнодорожные пути с легкостью.
И едем на ту горочку. Да, классный велик, мне нравится. Амортизации, конечно, не хватает. 33, 37. А чем еще хороша ручка газа, которая не возвращается пружиной в обратное положение, тем, что правой рукой можно пользоваться, при этом газ сбрасываться не будет. Ну вот, собственно, вот дорожка, по которой, можно сказать так, от покатушек можно испытывать действительно кайф. Вот, она, правда, вся в лужах. Вот. В основном я рассчитываю велики делать вот именно для... Ой-ой-ой-ой! Для таких целей. Для покатушек в таких местах. Да уж. Сейчас ручку газа вовремя не отпустил и сделал маневр не тот, который рассчитывал. Совершенно не тот, который рассчитывал. Нужно все-таки поудобнее ручку газа делать. Ручки газа нету. Они у меня все на других великах. Здесь просто стоит советский переменный резистор, который тоже, в принципе, справляется со своей функцией неплохо. Вот, приехали, вот она, эта затяжная горочка с песочком, с корнями. Сейчас там будет ее пик, и там посмотрим, как он поедет. Газ нам выкручен на полную катушку. Потребление сейчас порядка 21 ампера. То есть это максимум, что выдает контроллер. Ну что, вот он. Момент X. Въедет, не въедет. Так, скорость до 18 упала. Въезжает на скорости 19 км в час. Что ж, это как раз таки доказывает успех того, что это действительно нормальное соотношение, несмотря на то, что оно слишком большое. Вот, то есть вот он спокойно в такие вот горочки, даже на такой приличной скорости взбирается. Вот звук, про который я говорил, вот свободный накат. Вот я даю газ резко, слышите, вот бьет в этом самом, в механизме такой происходит удар, поэтому нужно плавно давать газ. Вот. Что ж, уже даже от этой покатушки уже руки болят. Ну как болят? Чувствуется вот это вот напряжение из-за того, что постоянно вилка прыгает. Вот. Ноги тоже очень сильно напрягаются от этого всего дела, именно из-за того, что нет амортизации. Поэтому либо легкий велик и легкое ощущение при езде, но не комфортное, либо более комфортная езда, но нету ощущения этой вот легкости непосредственно от езды. Так что где-то золотая середина, не знаю, где она. Но то, что мне легкие велики нравятся больше тяжелых, это несомненно. Это просто кайф вообще. И как он едет вообще, просто шикарно. Ну что, вот по этой дорожке даже спокойно 30-очку едет. Воу-воу-воу. Ну и самое основное, вот что мне нравится, я уже повторюсь тоже, что он очень тихий.
Он вообще наитишайший по сравнению с редукторными моторами и по сравнению с Direct Drive, которые гудят на старте. Здесь же просто вообще класс. Мособл лес. Весело. Митрохино. Смотрите, еще как интересно. Старое название деревни пишут на новой скамеечке. Не было этой скамеечки тут раньше. Ощерина. 1 километр. Поехали. 1 километр остался до следующей деревни. Сейчас там есть местечко такое интересное, Березовая роща. Там так классно ехать в этой Березовой роще. Просто такой туннель березовый. Если мы сейчас через него будем проезжать. А, нет, это по другой дороге. Ну ничего. Сейчас на нее приедем. Какой кайф, а вообще. Просто какой кайф. Может, со временем мне этот Хартел и понравится в своей какой-то вот легкостью, несмотря на жесткость. Так, ну что, смотрим, как он едет по дороге с травой. Сейчас поедем в Березовую рощу. Едет. И именно вот в этих местах скорость она абсолютно больше не нужна. Спокойно справляется по такой дороге. А если совсем по траве? И по траве тоже едет. Ого, скорочки шикарно. Воу, вот это да, так. Ого, покосили траву здесь даже. А вот она, это Березовая роща. Колесики. Колесики здесь, конечно, более шоссейные, и поэтому разница чувствуется огромная между теми колесами, которые такие грубые, и вот эти вот. Грубые на асфальте шумят, но зато не соскальзывают здесь, вот в таких вот условиях. А городские... Не было возможности ее объехать никак. Ой, а шоссейные колесики соскальзывают вот в лужи. Они скользят, конечно же. Вау. Да, не очень комфортно на таких колесиках по таким ездить местам из-за того, что они соскальзывают. То есть можно вообще свалиться в лужу легко. Вау. Да уж. Не думал я, что здесь. Я думал, уже подсохло здесь. Оказывается, нет. Все-таки скорее этот велосипед, он скорее все-таки больше для асфальта, нежели для таких покатушек. Хотя и здесь он чувствует себя тоже неплохо. Не прям, чтобы супер комфортно, не супер уверенно, но ехать можно и в таких этих самых местах тоже. По асфальту, еще раз повторюсь, то, что он легкий, как бы для города по асфальту вообще шикарно. Несмотря на то, что амортизации нету,
по асфальту едет просто великолепно. Ого, 35, 36. О, не, страшно больше разгоняться. Нет смысла совершенно в таких скоростях здесь. Поэтому именно что касаемо электровелосипедов, я считаю, что нормальная скорость электровелосипеда максимальная от 30 до 40 км в час. Больше просто, нет смысла больше. Разве что на какие-то там большие дистанции, если куда-то по асфальту ехать, да, тогда, может быть, есть смысл больше. А кататься по лесным дорожкам и кататься по деревням более чем достаточно 40 км в час. Вот. Что этот велик, собственно, демонстрирует. Диапазон своих скоростей. Вот. Плюс, если, допустим, ставить большей мощности мотор, ехать быстрее 35 км в час уже начинается сопротивление ветра такое, что потребление очень сильно растет. Соответственно, требование к аккумулятору растет потребность большей емкости, это значит больше вес и все такое. Вот. У меня аккумулятор 14S, значит, литий-полимерные в рюкзаке. У них небольшой вес. Вот. Не чувствуется какое-то напряжение на спину от аккумуляторов. Вот. Соответственно, велик при этом максимально легкий, что придает именно какое-то особое ощущение этой легкость. Вот. И соответственно, мощности, я вот считаю, что мощность электровелосипеда оптимальная, которая и небольшое потребление, и при этом достаточной тяги уверенности, это примерно около 1 киловатта редуктора. С редукцией, естественно, не прямого привода. Прямого привода 1 киловаттного, наверное, не будет полноценно достаточно. Вот. Надо же, на скамейках решили делать обозначение, в какую сторону какая деревня. Вот она, эта горочка, на которую он спокойно въезжает.